Привет всем слоноводам. Около месяца назад заменил задние колодки, потому что отслоилось феррадо от металла. Вот, было принято решение о замене колодок. Вот, через месяц где-то начало пищать сзади. Вот, решил разбираться, почему пищит. Вот, полез смотреть, ни разу сюда не лазил. Все это разобрал, снял, там два болта, ничего сложного. Чтобы нам снять диск тормозной, нужно разжать колодки. Сейчас, секунду, отверточку возьму. Нужно разжать нам колодки. Каким способом? Там звездочка стоит внутри. Вот где-то начиная, вот не вертикально, а где-то на час ближе к переду поворачиваем и движениями вниз нащупываем звездочку и откручиваем ее. Она будет слышно, как скрипит пружина. Когда полностью отжимаем колодки, вернее не отжимаем, а сжимаем их, то диск в принципе должен легко сняться. Вот, у меня снялся он легко. Вот. Что мы видим сразу? Видим сразу все ржавое, все корявое такое. Подшипник ходит нормально, нелегко, тугенько крутится так, как надо. Вот. Почему скрипело? Сразу заметил, что вот здесь подтирание по защите, по задней. Вон блеск. Так, сейчас покажу еще. Вот здесь блеск, и здесь снизу блеск. А все потому, что защита трет об коррозию, нарастает коррозия на диске. И вот оно все, вот оно все блестит по кругу. Вот, это второй диск. На первом диске было то же самое. На первом диске было то же самое. Я его почистил уже. Сюда тоже не лазил, все не чистил. Это все сейчас буду чистить. Второй диск вот уже почищенный. Вот. Тоже здесь такая была белиберда. Отбивал я все вот это вот так вот стамесочкой изначально. Не забываем, кстати, про безопасность. Одеваем очки, то все отлетает в глаза. Вот так отбивал, маленьким молоточком простукивал. И у меня есть вот такой шабер. И прошелся потом по кругу, вот так все прочистил. Вот, что обнаружил на диске. На дисках обнаружены вот такие вот темные пятна, да, похоже на локальные перегревы, вот это вот все. Оказывается, это все, что это все, эти темные пятнышки превращаются вот в такие огромные поры. То есть просто дыры, как будто короед поехал. Эти диски, китайское классное литье. Просто офигенное качество. Вон какие поры, посмотрите. Это нет, это не побито, ничего, это поры по металлу. То есть здесь лицевая сторона, да. Вон какие поры. И вот эти все темные пятнышки, все превратится в поры. Вот, как выработка идет диска, так появляются новые поры. Что по выработке ручника, от колодок ручника, ну, есть выработка. Но я думаю, еще походит до весны. Весной буду 100% менять диски. Поэтому, если у кого что пищит, знайте, что такое может быть. Вот. Что дальше? Как почищу все. И второй диск. И здесь все тоже покажу. Кстати, поменял неделю назад цилимблоки. Постараюсь показать, наверное, не получится подсветить. Как бы это... Я посмотрю со второй стороны, может лучше будет видно. Масума кто-то в группу скидывал. ВК номера мне Масума. Они с таким с грибком. Вот этот грибок, вот он. Родные, они просто круглые, с одной и со второй стороны.
сказали, что стали как родные. И задница отрабатывает намного лучше. Даже лежачий, когда проскакиваешь, жопа вниз не проваливается. То есть она просто остается на месте. Я доволен этими слим-блоками. Так что, знаете, номер, вот, кстати, номер, к сожалению, не остался. Номер в группе кто-то сбрасывал. Спасибо, конечно, ребятам. Масума, оранжевая такая упаковка. Классные слим-блоки. Стали, говорят, как родные. Вот, что дальше по тормозам? По тормозам. Что дальше по тормозам? Буду сейчас все чистить. Максимально всю ржавчину счищать. Доводить диск второй до такого же состояния. Все счищать. Здесь сейчас буду все щеткой по металлу изначально пробовать все счищать, все лишнее. Вот такими макаром. Все. Краску вот эту, которая отваливается, потом попадает и начинает загниваться. Это все собирается в нарост, скапливается. Это мне нафиг тоже не нужно. Вот. Ну и потом будем собирать в обратном порядке. И ручник, кстати, по поводу ручника. Не делайте так, как я, чтобы ручник держал на 2-3 щелчка. Ход, как это и называется, кулиса, не кулиса. Вот этот рычаг, который разжимает колодки, который, у него ход очень маленький. То есть, если на 2-3 щелчка сделать, чтобы уже ручник держал, то есть, когда мы уже отпускаем ручник, колодки полностью не сжимаются так, как нужно. И получается, колодки трут во время движения. Сейчас я буду делать, чтобы защелкивался у меня как минимум, ручник держал, вернее, чтобы как минимум щелчков на 5, наверное. Вот, в таком состоянии колодки будут дальше отодвинуты от самой поверхности диска. Не будет вот такой выработки, так видите, у меня, да, выработка, даже прям на глаз, он без замеров, видно, что выработка, ну, приличная, блин, выработка. Кстати, пробег у меня, пробег сейчас точно не помню, сейчас покажу. Эх, так, ё-моё, пробег у меня, ну, почти 60 тысяч, то есть по задним колодкам первая замена. И по передним колодкам тоже была одна замена. Вот. И сразу скажу, что менял я колодки, брал среднего ценового сегмента 120-й Короллы. И ну намного лучше тормозят, нежели родные. Вот. И как бы, ну вот то, что я хотел показать. Потом еще включусь, покажу, когда все почищу. И второй диск, может там что-то еще на втором диске будет интересное. Тоже обязательно покажу. Ну вот, друзья, и второй диск я почистил. Локальных очагов пор здесь нет. Вот буквально в одном месте здесь. И здесь только пятнышки. Тоже почистил весь диск второй. Первый я уже поставил. Поэтому сейчас буду... Осталось мне почистить все здесь и собирать. Поэтому второй диск правый немножко получше. Вот такие вот рабочие моменты. Поэтому всем удачи, ребята. Держите своих слоников в рабочем состоянии. Всем пока и удачи.